Добрый день, меня зовут Шарин Александр, я являюсь мастером по декоративному садоводству. Сегодня мы с вами посмотрим и обсудим весеннюю формировку сирени. В декоративную обрезку, формировочную обрезку уже входит и санитарная обрезка, и омолаживающая обрезка, и непосредственно формирующая обрезка, потому что мы работаем со взрослыми растениями, поэтому там есть и сухие ветки, и перетирающиеся, и больные. Также у нас кусты разрастаются, становятся большими, поэтому нам приходится их немножко омолаживать и сдерживать в росте. Ну, лучше, конечно, весна, до распускания почек, но также можно прибегнуть к обрезке после листопада, осенью. Сейчас как раз оптимальные сроки, сейчас, в принципе, и тепло, нет морозов, и как раз почки еще спят, не проснулись. Ну, для обрезки и формировки деревьев и кустарников нам понадобится секатор и садовая ножовка. Так, сейчас у нас вот такой вот куст сирени. Мы видим, его, в принципе, формировали, прирезали, но здесь много сухих соцветий. И есть, конечно, пересекающиеся ветки, и куст уже немножко перерастает положенного размера. Поэтому сейчас будем прорабатывать. Во-первых, начнем с санитарной обрезки, удалим полностью все сухие соцветия. Лучше это, конечно, проводить сразу после цветения. За счет этого у нас растение не тратит энергию, питательные вещества на плодоношение, и происходит лучшая дифференциация, закладка цветочных почек на концах наших побегов. Здесь эти соцветия, они сухие, в них хорошо зимуют и вредители, и грибковые заболевания, споры грибов, поэтому сейчас самое время оптимальное для их удаления с растения. Нет, в принципе, это нормальное состояние, особенно в тенистых местах, когда под кроной дерева тень. Здесь, конечно, могут развиваться и мхи, и лишайники. Это не патогены. Конечно, да, в них могут тоже зимовать споры грибов и патогенных, и всякого рода вредители, но в целом именно для растения сами лишайники, они не вредны. Так, очень часто у нас на наших сиренях мы можем заметить вот такую вот поросль. В данном случае у нас сирень обыкновенная, она является прививкой. Привита она на сирень венгерскую. Если мы будем оставлять вот эту вот поросль, то, конечно, венгерская сирень, она станет доминантом и вырастет, и тогда у нас наша прививка, мы ее просто потеряем. Если же мы будем говорить про корнесобственную сирень, то, конечно, часть поросли можно оставлять на возобновление кроны, на возобновление новых побегов. Старые побеги мы периодически вырезаем, и молодую поросль 1-2 побега можем оставлять для возобновления куста. Очень часто наши кусты, они перерастают, и вот у нас здесь групповая посадка. И, конечно, нам нужно работать не только на форму куста, но и на всю композицию. Вот, к примеру, у нас вот крайняя ветка, она уже довольно-таки такая переросшая, и она перекрывает внутреннюю часть кроны. Поэтому периодически нам нужно немножко ее понижать. Если мы каждый год будем оставлять ее просто в свободное плавание, в свободный рост, то у нас наш кустарник, он превратится в 3-4-метровое дерево. Поэтому периодически мы должны некоторые части кроны чуть-чуть вот так вот переводить на более молодые ветки. Вот тем самым мы сейчас крону понизили, и у нас из видовой нашей точки уже открылась перспектива на внутреннюю часть куста. Тем самым у нас работает передний план куста и задний план куста. Да, мы обязательно обрабатываем после того, как произвели срез и закончили формировку куста, мы обязательно обработаем какими-нибудь контактными фунгицидами. Ну и также обязательно нужно обрабатывать инструмент, потому что есть
и грибки, споры грибов могут проникнуть в наш срез, есть бактерии, есть всякого рода нематоды, поэтому в любом случае нужно, конечно, обрабатывать инструмент до работы и после работы. И срезы, размер с карандаш, где-то там полсантиметра, сантиметр, мы, конечно, оставляем, а свыше сантиметра, 2 сантиметров уже, конечно, желательно обработать, и лучше обрабатывать какими-нибудь дышащими замазками, потому что если мы будем обрабатывать какими-нибудь прорезиненными замазками, либо какими-нибудь красками, то большая вероятность есть того, что по свежему срезу, он не подсушен, может образовываться маленькая прослойка между замазкой и непосредственно древесиной. И в летнее время, когда будет тепло, там создаются оптимальные условия для прорастания всякого рода патогенов. Так очень часто в нашей кроне встречаются вот такие вот проблемные побеги. У нас вот росла спокойно себе хорошая ветка скелетная, но из середины этой ветки вырос вот такой вот у нас волчок, и он становится, конечно, сейчас уже проблемой для нашей ветки. Если мы его оставим, то он станет у нас конкурентом, он уже конкурент, и в дальнейшем он все питательные вещества будет забирать на себя, и вот эта вот веточка, она, конечно, засохнет. Сейчас эта ветка занимает довольно-таки большое пространство в нашей кроне, поэтому мы должны пресекать вот такие вот большие волчки. Сейчас мы его возьмем, укоротим. Да, конечно, здесь есть у нас цветение, цветочные почки, но в ущерб цветениям зато мы спасем целую большую ветку. Тем самым у нас вот ниже этого среза проснутся спящие почки, и они будут у нас продолжением. Будет здесь закладка маленьких веточек, и уже будет цветение. И эта ветка, самое главное, она у нас будет долго-долго лет жить и здравствовать. Сейчас. Итак, на примере сирени данной мы рассмотрели базовые принципы обрезки, формирования деревовидных кустарников. Но, конечно, не стоит забывать то, что деревьев и кустарников у нас довольно-таки большое количество, и каждому нужен индивидуальный подход и разные принципы формирования. Поэтому я очень надеюсь, что в дальнейшем мы покажем вам и другие принципы на других растениях. Так, спасибо большое за внимание. Я очень надеюсь, что данная информация вам поможет при формировании ваших растений. И не забывайте ставить лайки, и всего хорошего.